Привет, друзья! В этом видео хочу поделиться опытом покупки своей первой машины. На примере этого старенького, но тем не менее несказанно харизматичного Chevrolet Blazer 95-го года. Машина у меня первая. На покупку ее меня вдохновили академик из Питера, известный аудиоблогер, видеоблогер на YouTube, я имел в виду, и Эльдар Автоподбор из Москвы. Ребята, заряжающие настоящей харизмой и вдохновляющие на покупку вот такого красавца. Ну что ж, поехали! Wow, wow, everything was foul. We was hooded up on the prowl. Now I'm like, wow, wow, posted up like a tower. Look at me, the man of the hour. I'm like, wow, wow, everything was foul. We was hooded up on the prowl. Now I'm like, wow, wow, posted up like a tower. Look at me, the man of the hour. Я бы хотел сказать о том, как не стоит покупать машину на своем собственном опыте и своем собственном примере. Смотрел Авито, Авто.ру и так далее. Видел его еще в сентябре, вот этот мотор, этот кузов. И он мне понравился. Я подумал, что он живой, что это то, что мне надо. Хороший цвет, нормальный салон. Единственный минус был в том, что он находился в Саранске. По описанию продавца, машина была с не очень большим пробегом, в действительно хорошем состоянии. Единственная проблема была то, что коробка пинается, понимаете? Пинается со второй на третью. Я посмотрел видео на YouTube, разобрался, подумал, блин, ну это начальная стадия, может быть не все так плохо, может быть получится ее починить или что-то с этим сделать. Приехал из Питера в Москву к моим друзьям. Проблема была в том, что у меня времени было в обрез. У меня были лишь одни свободные выходные перед моим отпуском в Грузию. Я хотел потусоваться с друзьями в Москве, в том числе. Я предложил им поехать в Саранск со мной на выходные, на что они сказали: Димон, зачем тебе эта машина? Что ты с ней будешь делать, реально? Да, вот так всегда происходит. И что оказалось? Что случилось? Оказалось в итоге, что он действительно поехал и купил эту машину. Это такое опрометчивое решение. Я был удивлен и поражен, что он все-таки согласился, что Дима, ты согласился на это. Мы, правда, всей душой считали, что это неправильно. Я помню, когда Дима покупал велосипед за $10, даже тогда я сомневалась, нужно ли это делать. Капитальная инвестиция, это... И что самое ужасное сейчас... Нужно иметь очень он уже не может... четкое понимание. Это не инвестиция, понимаешь? Это не инвестиция совершенно. Она не отработает тебя через год, через два. Ты ничего не можешь делать с этими деньгами. Ты просто выкинул их. Реально. Согласен. Вернувшись из Грузии, я подумал, блин, нет объявления на Авито, позвоню-ка, узнаю. Набрал, и хозяин говорит, да, я еще продаю. И знаете, я вам скину 50 тысяч, она стоила 200. Нашел Блаблакар и с Челиксом из Щелково выехал в 9 вечера в сторону Саранска. Я сказал, хороший мотор, я забираю. Вернее, даже я не говорил ничего, мы просто поехали подписать ДКП, подписали его, и все. И вот так я забрал этот мотор, вообще не открывая ни капот, ничего, не смотря в ней, ни абсолютно, даже не садясь за руль, честно говоря. И тогда я говорю, знаете, давайте мы немножко проедем, у меня просто опыта немного было. Кружок хотя бы делаем, чтобы я освоился. Я же на автомате ни разу не ездил. И тут для меня открылась достаточно интересная деталь. Я говорю, окей, я еду только на второй передаче по городу, но по трассе-то же я поставлю драйв и поеду нормально, с нормальной скоростью. И тут мне говорят, нет, лучше, знаешь, лучше, Дима, езжай-ка ты на второй передаче, потому что так будет вернее. Так коробка точно не накроется в дороге. И тут я понял всю прелесть ситуации, в которую попал. Таким образом, за 5 дней я проехал 1500 километров со скоростью 40 км в час. Порядка 40 часов чистой езды. Я получил несказанный опыт. По-настоящему привык к этому моторчику, к этому кузову. И полюбил группу Кино, потому что единственным диском в этой машине была группа Кино.
На бенз у меня ушло литров 200, если не больше, порядка 12 тысяч. Ну, на это я рассчитывал, расход получился в районе 15 литров на сотню. Егор сел за мотор, подарил мне аукс, мы подключили хороший музон, прокачались немножко. Его ощущения, собственно, вы можете увидеть вот в этом видео. Серьезно? Конечно. Ну, типа, нужно чувствовать тормоз как-то по-особенному. И меня бесит, что ты не можешь посмотреть даже, сука. А что, ничего не видно? Ну, блин, чтобы посмотреть что-то, надо далеко очень заходить. Димон, короче, это все, это финиш. Мы доедем? Надеюсь, у нас выхода нет другого. Заехал на СТО, где мне сказали: чувак, мотор, конечно, хороший, но он трындец какой старый и убитый, все расходники под замену, все масла, все жидкости, все под замену, реально. Коробку починить, это 1100, понимаешь? То есть они меня очень сильно огорчили на этом СТО. Дважды меня остановили гаишники. Во второй раз они сказали: что так бензом пахнет. Ну, течь была, но вроде я доехал без проблем особых. Я приехал к гаишникам ГИБДД, возился там с снятием с учета, не мог снять номера, они настолько приржавели. Мне сказали, что автомобиль находится на ограничении регистрационных действий. Значит, что его нельзя снять с учета, либо переоформить. То есть юридически он мой по договору купли-продажи, а по факту я его снять не могу. Я пробил по ВИНу, и в октябре никаких проблем не было. А ограничения наложили только в начале ноября, то есть за 2 недели до покупки, даже за 10 дней. Приехал к сестре в 11 вечера. Каково же было их удивление? Вам просто не описать. Сказали: ты кто такой? Мы тебя не ждали. Итог всего этого прост. Я остался, как в русской сказке, у разбитого корыта, в которое надо вкладывать уйму денег. Одна только коробка будет стоить нормальную сумму, не говоря уже про кучу мелочей, которые надо просто сделать, поменять и так далее, ходовая и так далее. Так что с финансовой точки зрения я взял, просто выбросил эти деньги, потерял их безвозвратно. А с эмоциональной я получил реально классный опыт и впечатления. Решать вам, собственно, поступать так или нет, я не знаю. Я это уже пережил на своем опыте, в своей жизни. Так что весной все будет известно, честно говоря. Время покажет. Спасибо за просмотр.